проект у нас есть, и надо было выставлять метатеги по определенным критериям. Решение было следующее. Проблема была в том, что задача была решена в файле template.php не совсем корректным образом, то есть она по сути решала задачу, но, как мы знаем, template.php у нас это часть темы, да, а тема у нас решает совсем другую задачу, то есть он отвечает за визуализацию, ну, вроде что-то вот наподобие вот этого было там решено, то есть были подобраны определенные синонимы там, для разных вариантов опций квартиры и выставлялись метатеги в соответствии с этим синонимом. Откуда началась проблема? Что мы не могли найти, где были указаны метатеги. То есть, по сути, поиск был в настройках сайта. Вот этот кусочек, который был удален из template PHP. Кстати, вот он. То есть мы не могли найти сначала этот кусок кода, который решал задачу с метатегами на страницах с определенными фильтрами на страницах квартир. И, как оказалось, вот при процессе HTML-файлике была реализована логика определения определенных метатегов, description, тайтлов, и прямо оттуда хардкодом забивалось на сайт. Как обошли данное решение? Да? То есть, ну, по сути, это все было удалено, и была реализация токенов. То есть, вот, реализовали свои токены некоторые, то есть custom title, здесь есть rooms count, city name, district, street. И по сути эти же токены уже можно использовать в стандартном модуле метатегов, указывая, что, где и как должно быть. Там же и во вьюшках, там же в любых местах, где нам нужны такие токены. Суть в чем? Что задача изначально была неправильно решена из-за того, что в теме решалась логическая задача, да, которая относится к сайту, метатеги устанавливались. Акцент на том, что у нас тема должна отвечать только за темизацию. Ни в коем случае это в template PHP не делаем. Есть такой мемасик. Template PHP в Doom, это означает, что ну, туда хрен знает, что запихано, и уже невозможно разобраться с этим. Это как раз про помесь бизнес-логики и ну, отображения, да. Вот. И желательно бы здесь найти подходящее API, в этом вот как раз вот уровень специалиста считается. Потому что такой сайт потом проще поддерживать. Тут еще может быть такая штука, Вот. что случится редко, но когда, например, сайт решит поменять тему оформления. Ну да, про И это вот тогда, Георг да. говорил, да, что тема прибита гвоздями к бизнес-логике, и все. Нужна новая верстка внедрять, и это сотни часов. И есть также мнение такое, и оно у нас в 10-м правиле, что препроцесс это плохо. Это последнее, что надо делать, если ты не нашел нужного API. И вот еще один мемасик из нашего сообщества друпалеров: дойти до препроцесса, это называется. Это в Drupal мире, знаешь, дойти до ручки. Ты все, ты как бы API не нашел, да, и ты полез уже в тему менять на выводе. Вот, это как бы тоже к уровню проработки задачи и квалификации. Это, ну, крайний вариант, если ничего не нашел.